Всем привет, меня зовут Артем. Сегодня я разберу график биткоина со стороны объемного анализа, используя футпринт, кластеры и профиль рынка. Эти метрики помогают увидеть реальные намерения крупного игрока и заранее понять, куда пойдет цена. Но перед тем, как начать, давайте взглянем, как отработал предыдущий прогноз. Подведем итог. На эту неделю основной план шортовый. Цели прежние – 62, 60 и 59 тысяч долларов. Как мы видим, прогноз отработал на все 100%. Цена четко пришла в зону 59 тысяч и затормозила ровно на этих отметках. Теперь давайте перейдем на недельный таймфрейм и разберемся, что у нас происходит прямо сейчас. Напомню глобальную картину. После снижения цена зажалась в накопление в районе 67 тысяч, а потом сделала выход вверх. Сейчас мы видим такой же выход, но уже вниз. Чтобы продолжить нормальный рост, биткоину нужно было закрепляться выше 66 тысяч. Этого не случилось, и цену снова прижали к нижней границе диапазона. Давайте вглядимся в недельку поближе. Если мы включим футпринт по дельте, то увидим, что прошлая недельная свеча закрылась основным объемом в самом низу. Это паттерн в виде буквы B. К тому же внизу этой свечи скопился огромный красный кластер продавцов. Механика тут простая. Шортисты изо всех сил давили рынок вниз, но покупатели подставили мощную стенку из лимитных ордеров и полностью поглотили этот напор. Обычно после такой битвы рынок замирает или уходит на небольшой откат. Сейчас зона продавца – это широкий коридор от 59 до 63 тысяч. Скорее всего, здесь цена и уйдет в боковик. Жду, что текущая неделя начнется с локального отскока в район 64 тысяч, а закроемся мы где-то около 62, сформировав плотное объемное тело свечи. Переходим на дневку. Здесь картина еще детальнее. Был сформирован баланс на уровне 62 тысяч, из которого мы выпали вниз. Чтобы рассчитывать на полноценный возврат к верхней границе, на 64 тысячи, нам для начала нужно закрепиться над уровнем 61 тысячи. По дельте мы видели аномально сильные продажи по рынку, но продавить цену ниже у медведей не вышло. В итоге биткоин уже 4 дня стоит в глухой аккумуляции. На текущий момент в районе 59 тысяч появились первые крупные кластеры покупателей. Но для разворота этого пока маловато. Лично я начну присматриваться к лонгам только после того, как цена уверенно закрепится выше 61 тысячи. На 4 часах отлично видно, что за эти 4 дня проторговки в рынке завязалась серьезная борьба. Сначала пролив остановили гигантским объемом рыночных покупок, суммарно выкупили более 10 тысяч биткоинов. Потом продавцы попытались взять реванш и влили в шорт около 7 тысяч монет. Но все эти продажи наткнулись на жесткое сопротивление, и цену моментально откупали обратно. Со вчерашнего дня пошли аккуратные рыночные покупки, и цену буквально поджимают к зоне продавца. Чтобы запустить нормальное восходящее движение, нам нужен выход за 61 тысячу и закрепление. Тогда открывается прямая дорога на 64 тысячи. Но пока этого выхода нет, из текущей зоны все еще можно аккуратно присматривать шорты. А теперь подключим еще одну крутую метрику, которую я внедрил в анализ. Это уровни GEX, то есть зона хеджирования маркетмейкеров. Простыми словами, крупный игрок продает опционы на определенных уровнях, и когда цена к ним подходит, он обязан открывать сделки на фьючерсах в противоположную сторону, чтобы застраховать себя от убытков. Если посмотреть на расклад грядущей пятничной экспирации, мы увидим интересную вещь. По всем биржам максимальный объем открытого интереса скопился на уровне 64 тысяч. На конец недели это будет работать как мощнейший магнит для цены в районе 64-65 тысяч. Идти выше рынку пока просто нет смысла, там нет денег. А снизу нас магнитит зона 58 и 55 тысяч. При этом ключевая точка, так называемый гамма-флип, находится на уровне 63 500. Это своего рода переключатель тренда. Если цена дойдет до 63 500, но не сможет закрепиться выше, маркетмейкеры начнут давить рынок вниз, и к пятнице мы получим откат на 58 тысяч. Но если мы пробиваем гамма-флип вверх и закрепляемся, экспирацию в пятницу мы встретим на мажорной ноте в районе 64-65 тысяч. За этим балансом нужно будет внимательно последить во вторник, когда объемы окончательно утрясутся. И последнее, заглянем в открытый интерес. Перед вами часовой график. Посмотрите, на всем этом падении в рынок заливались просто гигантские шорты. Но цена уперлась в стену и 4 дня стоит на месте. При этом шортисты свои позиции не закрывают. Они сидят в засаде и все еще свято верят в продолжение обвала.
Для нас это шикарный знак. При малейшем отскоке вверх этих ребят начнет закрывать по стопам и маржин-колам, и их принудительные покупки вытолкнут биткоин еще выше. Тем более текущее локальное движение вверх уже подтверждается ростом нового открытого интереса, а значит этот локальный лонг полноценный и сильный. Подведем итог. Основной сценарий на неделю – это торговля внутри прошлого коридора стоимости, то есть в рамках 59-63 тысяч долларов. Если цена закрепляется выше 61 тысячи, жду локальный рост до 63. Но пока этого закрепления не случилось, от уровня 61 тысячи можно работать в шорт с целями на 59 и 58 тысяч. Не за что, пользуйтесь.